Однажды дядя Толя решил показать нам, как сделать для ножа ручку из бересты. Ручка из бересты хороша тем, что теплая, не скользкая и легкая. Он полез на крышу, достал бересты из старых запасов и взялся за изготовление. Да только вот беда. Нахимичил чего-то с видеокамерой и выключил звук. Поэтому показывать будет дядя Толя, а рассказывать я. Сначала он насадил на сделанный им клинок латунную гарду. Гарду он изготовил из куска латуни, выбрав в середине отверстия под хвостовик, насадив на хвостовик ее плотно и припаяв паяльником. Дядя Толя нарезал бересту на прямоугольные кусочки, вырезал в середине прямоугольное отверстие по размеру хвостовика и взялся насаживать кусочки на хвостовик ножа, сделанного из стали R6M5. Это фреза по металлу. Береста должна быть толстой, не менее 3-4 мм толщиной, иначе ручки для ножа хорошей не получится. Каждый кусочек бересты необходимо хорошо обстучать, чтобы он сел как можно плотнее к предыдущему. Время от времени дядя Толя срезает лишнюю бересту, поэтапно формируя форму будущей рукояти. В процессе изготовления он не использует никаких красок, клеев, олив, только натуральная береста. Процесс, конечно же, трудоемкий, но поверьте, оно того стоит. Очень хорошие получаются ручки. Береста для рукояти подбирается ровная, равномерная, без дефектов. Каждый кусочек подгоняется к другому, чтобы было очень плотно. Затем все обстукивается, что добавляет плотности. Впоследствии весь пакет бересты мы сожмем. Обратите внимание, как дядя Толя вырезает отверстие под хвостовик. Видите, как плотно он заходит? Все должно держаться крепко, чтобы впоследствии береста не провернулась. Для изготовления гарды и тыльника дядя Толя использует латунь из сплющенной латунной трубки. Он отрезает ее ножовкой по металлу, проделывает в середине отверстие под хвостовик, насаживает гарду, припаивает ее паяльником к хвостовику, далее размещает пакет бересты и насаживает тыльник, зажимает конструкцию в тисках и припаивает тыльник паяльником. Мне довелось видеть, как некоторые специалисты изготавливают гарду, заливая ее из расплавленного дюралюминия. Но температура плавления дюралюминия около 650 градусов, поэтому то, что закаливали клинок, уйдет на смарку. И вот основные работы по изготовлению берестяной рукоятки для ножа выполнены. Пакет бересты надежно сдавлен и удерживается на хвостовике тыльником и гардой. Нам остается вырезать рукоять ножом по форме, которая нам будет нужна, и обработать напильником или наждачкой, или на наждаке, кому чем удобно. Но при использовании наждака имейте в виду, береста оставляет на точильном камне дегтярные следы, и очистить круг будет достаточно проблематично. Рукоять на старом дяде Толином ноже изготовлена по такому же принципу. Поглядите, она черная от времени, также сдавлена гардой и тыльником. Выполнена по руке и очень удобно для дяди Толи. Каждый может сделать рукоятку для ножа по своей собственной руке. Это будет наиболее удобное решение. А вот и готовый уже тыльник. Дядя Толя полностью залил его оловом и обработал на наждаке. Тыльник получился увесистый, и в случае нужды им можно угомонить беспокойную рыбу. Следующий этап – грубая обработка рукояти. Выполняется ножом, так как береста достаточно просто режется. Выстругиваем нож формы, которой нам надо. Да, придется, конечно, постараться. И нельзя допустить ошибку, иначе рукоять будет испорчена. И теперь в кадре вы видите, какая получилась рукоять после грубой обработки ножом. Уже заметны формы.
И вот перед нами рукоять после обработки ее напильником. Она удобна, практична, красива. Берестяные рукояти никогда не бывают холодными, даже в самый лютый мороз. Они не напитываются влагой, они не скользят в руках и очень-очень удобны. Процесс, правда, изготовления довольно трудоемок, но, как я говорил раньше, оно того стоит. Этот нож дядя Толя изготовил для одного из наших подписчиков. И скоро он отправится в дальний путь, и, я думаю, послужит на поприще разделки рыбы и бобров. Если вы решите изготовить для себя нож из фрезы, из стали R6M5, как это сделал дядя Толя, то несколько небольших советов. Стандартный диск фрезы по металлу будет слишком мал для клинка, поэтому хвостовик придется наварить. Вырезать ласточкин хвост, вставить друг друга и обварить электросваркой. Тогда у вас будет место для изготовления берестяной рукояти. Если нарезать на хвостовике резьбу, то можно обойтись без пайки, а стянуть весь пакет бересты обычной гаечкой. Можно использовать декоративную, которые продаются в ножевых мастерских. Бересту для рукояти ножа лучше всего заготавливать с мая по середину июня и выбирать большие толстые березы, чтобы береста была достаточно толстой. Плодятся и гуляют, да? Но это якутские кони. Если у вас возникли вопросы по изготовлению берестяных рукоятей, задавайте их в комментариях. Мы с дядей Толей с удовольствием вам поможем. Пока.